Всем привет! В этом видеоуроке я покажу, как связать вот такую большую круглую сумку. Внутри у нее подкладка. Из фурнитуры только ручки. Я выбрала для себя вот такие ручки из кожзама. Вы можете выбрать любые, то, что понравится вам. Можно даже сделать ручки вязаные. Диаметр сумки получился у меня 32 сантиметра. Ширина 8 сантиметров. Закрывается она на магнитную кнопку. Магнитная кнопка у меня спрятана под подкладкой. Ну что, начнем вязать. Чтобы связать эту сумочку, нам понадобится 3 мотка трикотажной пряжи по 100 метров. Вот у меня осталось уже 2 мотка, потому что я один круг уже связала одну сторону сумки. Такой вот он получился. Крючок номер 7 и крючок номер 6. Также нам понадобится маркер, игла для трикотажной пряжи и обычная большая игла с большим ушком для пришивания ручек. В последующем для подкладки нам понадобится ткань. Можно подобрать ткань в тон сумки, можно сделать контрастную подкладку, будет очень красиво. Нитки в тон подкладки, ну и ножницы. Вот посмотрите, какой узор должен получиться. Так как мы будем вязать полустолбиками с накидом, то значит, что по правилу круга в кольцо амигуруми мы должны будем провязать изначально 8 полустолбиков с накидом. Начнем вязать. Начнем вязать нашу сумку с кольца амигуруми. Для этого кладем нитку на руку, оборачиваем и перекрещиваем. Заводим крючок, захватываем нитку и делаем первую петельку. Теперь в это кольцо мы должны провязать 8 полустолбиков с накидом. Что значит полустолбик с накидом? Делаем накид, заводим крючок в кольцо, захватываем нитку, снова захватываем рабочую нить и протягиваем через все 3 петли на крючке. Вот у нас получился первый полустолбик. Теперь делаем второй. Накид, захватываем нитку, снова захватываем и протягиваем через все 3 петли на крючке. Это у нас второй столбик. И таким образом делаем еще 6. Три. 4. 5. 6. 7. 8. Вот мы сделали, провязали в кольцо амигуруми 8 столбиков, 8 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затягиваем наше кольцо.
Затягиваем посильнее, чтобы в серединке вот этой дырочки у нас не было. Вот, чтобы она совсем у нас спряталась. Вот так. Сейчас покажу, как будем вязать такой узор. Для того, чтобы нам связать сумку таким узором, косичкой, мы будем вязать не за вот эти косички, петельки, как обычно, как мы привыкли вязать, а будем вязать вот за вот эти задние петельки. Вот за эти. Так как мы будем вязать по спирали, то, не делая петли подъема, просто начинаем вязать следующий ряд. В следующем ряду мы должны каждую петлю удвоить, то есть в каждую вот эту петельку мы должны провязать по 2 полустолбика с накидом. Начинаем. Вот крючок вводим вот в эту заднюю перемычку за петлей. Провязали первый полустолбик и вешаем на него маркер, отмечая тем самым начало нашего ряда. Это мы будем делать в начале каждого ряда. Теперь сюда же, в эту же петельку, мы провязываем еще один полустолбик с накидом. Таким образом мы удвоили нашу первую петельку. Дальше идем в следующую петлю. И также провязываем в нее 2 полустолбика с накидом. Немножко трудновато. Удваиваем следующую петлю. То есть в конце этого ряда у нас должно получиться 16 полустолбиков с накидом. Таким образом довязываем этот ряд до маркера и посчитаем. Удваивая каждую петлю. Так, вот мы дошли до нашего маркера. Посчитаем, сколько у нас получилось здесь петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Все верно. В следующем ряду мы будем чередовать прибавку с одиночной петлей. Начинаем ряд с прибавки. То есть в первую петельку провязываем 2 полустолбика с накидом. Один провязали, вешаем сюда маркер. И в эту же петельку провязываем второй полустолбик с накидом. Следующую петельку вяжем одиночную. Покажу еще раз. Вот в этом ряду уже у нас получается сзади как бы 2 петли. Вот одна и вот вторая. Мы вяжем только вот за эту верхнюю петлю. То есть вот идут наши косички, и прямо за ними вот эти петельки. Вот мы вяжем за них.
Итак, в эту петельку мы провязываем один полустолбик с накидом. Следующую 2 полустолбика с накидом. Следующую 1. Дальше 2. Один. И так чередуем. Довязываем до конца этот ряд таким образом. В следующем ряду мы будем чередовать 2 одиночные петли с прибавками. То есть прибавка, 2 одиночные, прибавка, 2 одиночные петли. Начнем этот ряд с одной одиночной петли. Вообще каждый ряд, в котором у нас будет четное количество одиночных петель между прибавками, мы будем начинать с этих одиночных петель, разделенных на 2. То есть если у нас сейчас должны быть 2 петли одиночные между прибавками, мы в первую петлю провяжем одиночную, потом прибавку, потом 2 одиночные. Потом в 6-м ряду у нас будут 4 одиночные петли уже между прибавками. Мы ряд начнем с 2 одиночных петель. То есть каждый раз мы как бы это количество в начале ряда делим на 2. Итак, начиная 4-й ряд, мы начинаем вязать одну одиночную петлю, один полустолбик с накидом. Переставляем маркер. Теперь делаем прибавку. Дальше вяжем 2 одиночные петли. Прибавка. Две одиночные петли. Снова прибавка. И так вяжем до конца этого ряда. Этот ряд у нас должен закончиться одной одиночной петлей. Я провязала 4-й ряд. Закончился он у меня одной одиночной петлей. Отмечаю, чтобы не запутаться. Сейчас мы будем вязать 5-й ряд. В 5-м ряду между прибавками у нас будет по 3 одиночные петли. Начинается этот ряд с прибавки. Провязываем первую петельку прибавки, вешаем на нее маркер. Не забываем про маркер. Теперь 3 одиночные полустолбика с накидом. Снова прибавка. Три одиночные. Прибавка.
3 одиночные и довязываем ряд до конца. Я заканчиваю вязать 5-й ряд. Он у нас должен закончиться 3 одиночными полустолбиками. Проверяйте себя, чтобы все было правильно. Так, вот 5-й ряд у нас закончен. Посмотрите, у нас получается вот такая чашечка. Но в этом нет ничего страшного. После того, как мы все свяжем, мы отпарим наш круг, и у нас получится он ровный, как мой. Вот когда вяжете, просто вот так расправляйте его. Если он получается ровный, то значит вы нигде не ошиблись и все правильно вяжете. Продолжайте в том же духе. А мы начнем вязать 6-й ряд. В 6-м ряду у нас между прибавками должно быть по 4 одиночных полустолбика с накидом. Как я уже говорила, когда у нас четное количество одиночных столбиков, мы в начале ряда делим их на 2 и провязываем эти петельки. Провязываем 2 одиночных столбика, полустолбика с накидом. Не забываем про маркер. Дальше делаем прибавку. И дальше 4 полустолбика с накидом. Теперь снова делаем прибавку. И снова 4 одиночных полустолбика с накидом. Снова прибавка. Четыре одиночных. Таким образом довязываем этот ряд до конца. Я довязываю 6-й ряд. Он у нас должен закончиться 2 полустолбиками с накидом. Всего мы должны провязать 12 рядов. В каждом последующем ряду нужно прибавлять между прибавками по 1 петле. То есть вот сейчас мы провязали 6-й ряд, у нас было между прибавками по 4 одиночные петли. В следующем, в 7-м ряду будет по 5 одиночных петель между прибавками, в 8-м ряду по 6, в 9-м 7, в 10-м 8, в 11-м 9 и в последнем 12-м ряду между прибавками у нас должно быть 10 одиночных петель. При этом каждый нечетный ряд мы должны начинать с прибавки, а каждый четный ряд мы делим количество петель между прибавками на 2
и провязываем их в начале каждого четного ряда. То есть в 8 ряду мы провяжем 3 петли, в 10 ряду провяжем 4 петли в начале ряда, в 12 ряду 5 петель в начале ряда. А каждый нечетный ряд, 7, 9 и 11, мы будем начинать с прибавки. Это мы делаем для того, чтобы получить ровный прямой круг. То есть если мы прибавки будем располагать одна над другой, то у нас будут образовываться углы. А нам нужен круг. Поэтому мы чередуем прибавки, одиночные петли, прибавки, одиночные петли. Каждый ряд увеличивает число петель на 8. Соответственно, в каждом ряду у нас должно быть по 8 прибавок. В 12 ряду в общей сложности у нас должно получиться 96 петель. В итоге у нас получится круг диаметром 32 сантиметра. У вас может получиться чуть больше или чуть меньше. Сейчас я провяжу до конца все 12 рядов и встретимся с вами, когда нужно будет заканчивать наш круг. Так как мы вяжем по спирали, нам нужно красиво и аккуратно вот это место сформировать. Итак, я провязала 12 рядов в общей сложности. В последнем ряду между прибавками у меня получилось по 10 одиночных петель. Вот я дошла до маркера, и сейчас мы будем красиво заканчивать наше вязание. Для этого, чтобы сгладить вот этот переход, мы сначала провяжем 2 столбика без накида. Один, 2. Дальше провяжем 3 соединительных столбика. То есть вводим крючок, захватываем нитку и сразу же протягиваем через петельку. И снова. И последний, 3 соединительный столбик. Отрезаем нитку. И сейчас будем закреплять нитку. Вытягиваем нитку. Заводим крючок вот под эту петельку. Пропускаем нитку на изнаночную сторону. Все, здесь мы косичку делать не будем, как обычно мы когда заканчиваем вязание, потому что у нас как раз получается такой плавный переход. Этот хвостик нам нужно спрятать. Просто прячем хвостик в разных направлениях для того, чтобы закрепить нитку. Можно ее пришить для надежности, но в принципе хвостик должен держаться хорошо, если его закреплять, протаскивать в разных направлениях, а не по прямой линии. Этот хвостик в серединке также нужно спрятать.
Вот у нас получился такой круг. Вам нужно будет связать еще один такой же круг. У меня он уже есть, готовый. И будем их отпаривать. Чтобы отпарить заготовку из трикотажной пряжи, я беру обычное полотенце, кладу сюда заготовку, накрываю и утюг с функцией пара. Вот таким вот образом проглаживаем. С двух сторон. После того, как все прогладим, заготовку можно оставить на какое-то время до полного высыхания, поставив сверху на нее какой-нибудь груз, чтобы она окончательно пришла в нужную нам форму. Вот наш круг уже выпрямляется, становится ровненький. Вот у нас готовы оба круга. Я их связала и отпарила. И можно уже приступать к вязанию боковины. Еще один важный момент. Если у вас в процессе вязания второго круга получилось так, что один круг больше, чем другой, не нужно ничего перевязывать. Когда вы будете их отпаривать, тот круг, который больше получился, можно немножко подсобрать в процессе отпаривания. Тот, который получился меньше, соответственно, немножко потянуть. И в таком состоянии их высушить. В итоге у вас получится два одинаковых круга. Сейчас начнем вязать боковину. Чтобы связать боковину, нам нужен будет крючок номер 6 и ниточка из нового моточка. Для начала нам нужно будет оставить длинный хвостик для того, чтобы потом эту боковинку этим хвостиком пришить. Нитки примерно нужно будет оставить вот такое количество. То есть наш круг обернуть 2 раза нужно этой ниткой. И вот такое количество будет достаточно для того, чтобы эту боковинку пришить. Вот примерно вот так. Таким образом замечаем это место и отсюда начнем набирать петельки. Боковину мы будем вязать обычными столбиками без накида. Наберем петли. Для этого нитку кладем вот таким образом на руку, как при наборе на спицы. Заводим крючок сюда, под эту нитку, сюда и выводим через петельку. Затягиваем. Теперь наберем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем еще одну воздушную петлю. Это будет у нас петля подъема. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд мы будем вязать вот за задние перемычки. То есть вот наша косичка, мы ее переворачиваем и вяжем вот за эти перемычки.
Стараемся вязать потуже, для того, чтобы наша боковинка хорошо держала сумку. И последнюю, 5-ю петельку. Вот мы провязали первый ряд. В конце делаем петлю подъема и переворачиваем наше вязание на другую сторону. Вяжем второй ряд. Здесь будем в крючок заводить под обе вот эти петельки нашей косички. И считаем обязательно 1, 2. У нас должно быть 5 петель. 3, 4, 5. Снова делаем петлю подъема и переворачиваем. Вяжем третий ряд. Снова петля подъема и переворачиваем. Таким образом нам нужно провязать 62 ряда. В самом конце нам нужно будет оставить тоже такой же длинный хвостик, только он должен будет остаться вот с этой стороны. Затем мы нашу боковинку должны отпарить и начнем ее пришивать. Вот я провязала 62 ряда, получилась такая длинная боковинка. Отпарила ее, она вся выпрямилась. С этой стороны в конце оставила такой же длинный хвостик, как в начале. Вот он получился. Они получились с разных сторон, эти хвостики. И сейчас мы начнем эту боковину пришивать. Для этого нам понадобится игла для трикотажной пряжи. Сначала мы пришьем боковину к одной стороне сумки, затем к другой. Расположим наш круг таким образом, чтобы вот этот переход, где мы закончили наше вязание, оказался внизу. Вот таким вот образом наша боковинка должна быть пришита к сумке. Оставим пока здесь. Втянем нашу нитку в иголку. Еще раз проверим, чтобы ровно был внизу наш переход. И начнем сшивать. Вот на нашей боковине есть ряды. Вот их хорошо видно. 1, 2, 3 и так далее. А на нашей круглой заготовке есть вот такие вот перемычки позади вот этих косичек. Вот именно за эти перемычки, за 2 от каждой петли, мы будем цеплять нашу нитку. На боковинке мы будем прошивать между наших рядов, то есть вот в эти вот такие дырочки.
В самом начале захватим сразу 2 перемычки. Вот таким вот образом. Протянули нитку. И как раз наша нитка получилась напротив вот следующего ряда боковины. Сзади сюда вводим иглу. Дальше иголку вводим под следующие 2 перемычки. На боковинке ныряем в следующий, скажем так, в междурядье. Дальше следующие 2 перемычки. И напротив выхода нашей нитки следующее междурядье на боковинке. И таким образом мы пришиваем нашу боковинку к первой круглой заготовке. Вот я дошла до конца. Сейчас ныряю в последние перемычки и цепляю последний ряд боковины. Здесь еще раз сюда, в эти же последние перемычки. И эту ниточку можно уже закрепить и обрезать. Закрепляем ниточку в разных направлениях, чтобы было крепче, не по прямой. Вот у нас получается уже такая половинка сумочки. Сейчас аналогичным способом мы должны будем пришить вторую часть сумки с помощью вот этой нитки, которая у нас осталась на боковинке. Также располагаем наш круг вот этим переходом вниз, таким вот образом. И начнем пришивать. Также будем цеплять 2 перемычки на круглой заготовке и пропускать иголку в междурядье на нашей боковинке. Вначале захватим 4 перемычки, то есть от 2 петелек. Так, и здесь ныряем в междурядье.
Теперь под перемычки. И здесь вот снова междурядье. Снова под перемычки. Здесь снова междурядье. Таким образом пришиваем нашу боковину ко второй заготовке. Вот я пришила вторую заготовку к нашей боковине. И у нас уже получается такая почти сумка. Нам осталось пришить к ней ручки и вшить подклад. Вот моя сумочка. Я пришила уже к ней ручки. На этом я подробно останавливаться не буду. Я думаю, с этим справится каждый. Единственное скажу, что я пришивала ручки с помощью той же пряжи, из которой вязала сумку. Я ее просто взяла и разрезала вот таким вот образом вдоль пополам, чтобы нитку сделать тонкой. Вот так. Вот, и ниточка получается достаточно тонкая, для того, чтобы ее можно было продеть в ушко иголки. И с помощью этой иглы просто пришила насквозь ручку к сумке. Для того, чтобы сшить подкладку, нам нужно нашу сумку измерить. Для начала я измерила внутренний диаметр сумки. Он у меня получился 30 сантиметров. И ширину нашей боковины. Она у меня получилась 6 сантиметров. Длина боковины 63 сантиметра. Чтобы мне было удобнее кроить, я сделала вот такие лекала. Круг у меня получился 32 сантиметра в диаметре, так как 30 сантиметров у нас диаметр сумки внутри, и плюс сантиметр мы оставляем на припуске на швы. Для боковины я сделала вот такую длинную заготовку. Она у меня получилась 8 сантиметров в ширину, то есть 6 сантиметров ширина нашей боковины, плюс по сантиметру с каждой стороны на припуске. И в длину 65 сантиметров. Также 63 длина нашей боковины, плюс 2 сантиметра на припуске, по сантиметру с каждой стороны. И вот такая заготовка для кармашка. Затем с помощью этих лекал я раскроила ткань, и у меня получились вот такие детали. 2 круга по 32 сантиметра, длинная полоса боковины и заготовка для кармана. Теперь все края у всех деталей я обметаю, для того, чтобы края не сыпались. Затем пристрочу вот таким вот образом лицо к лицу боковину и круглые заготовки. Вот таким вот образом по сантиметру от края я их пристрочу. Здесь сантиметр оставляю, его я пришивать не буду. И также наверху сумки также сантиметр остается. Мы его будем загибать и вшивать подкладку именно вот за это место. Вот я сшила подкладку. Как я уже говорила, края все обметала и пришила круглые заготовки к боковинке. Также пришила карман, двойной сделала. Вот эти края, которые мы будем пришивать к сумке, я просто наметала, чтобы было удобнее пришивать. У сумки мне захотелось сделать еще застежку. Так как застежка у меня будет под подкладкой, то я просто горячим клеем приклеила
вот эти магнитные кнопки. Сами по себе эти кнопки очень сильные. И когда сумку открываешь, они очень тянут пряжу. Поэтому я решила сделать их под подкладку. Через ткань они будут не так сильно тянуть. Сейчас нам нужно подкладку вставить в сумку. Таким вот образом. Все аккуратненько примерить. И по периметру, как мы будем подкладку пришивать, заколоть иголочками. Сначала закалываем боковины. С этой стороны и с другой. И таким же образом сейчас заколем полностью по периметру сумки подкладку. Вот подкладку я приколола по всему периметру. И сейчас начнем ее пришивать. Возьмем иголку с ниткой в тон нашей подкладки и в тон сумки. Начнем пришивать с боковин. Сначала пришьем одну боковину, затем вторую, а потом уже наши круги. Пришивать подкладку мы будем потайным швом. Здесь спрячем все, что вылезает нам ненужное. И просто немножко неудобно. Иголка сломалась. То есть сначала потайным швом, то есть как бы внутри мы будем прятать шов. Захватываем пряжу, узелочки прячем. Чтобы у нас ничего не махрилось. Теперь захватываем ткань подкладки. Как бы изнутри, с внутренней стороны. Теперь снова пряжу. И снова ткань подкладки. Изнутри, как бы сзади. Снова захватываем пряжу. Немножко пониже возьмем. И подкладку. Пришивать подкладки — это, конечно, не вязать. Но ничего не поделаешь. Красота требует жертв. Вот таким образом аккуратненько пришиваем первую и вторую боковинку. Так, вот боковинки я пришила к сумке.
И теперь начинаю пришивать уже основную часть. Таким же образом, потайным швом. Еще раз покажу, как это делается. То есть, когда мы шьем, мы захватываем ткань подкладки только вот эту заднюю часть, чтобы с этой стороны, с нашей на лице, не было видно никаких стежков. То есть иголка у нас проходит только вот за заднюю часть. Вот на этой стороне у меня иголка не вылезает. Старайтесь сделать стежки помельче, чтобы все это было аккуратно и красиво. Все таким образом пришиваем подкладку по всему периметру нашей сумки. Вот я пришила всю подкладку, убрала здесь наметку, просто обрезала нитку и вытащила. Она нам больше не нужна. И здесь обрезаем. Все. Еще один важный момент. Обязательно нужно пришить подкладку к дну сумки. Просто берем иголку с ниткой и изнутри прошиваем в нескольких местах. Я пришила в 2 местах. Можно прям выйти наружу и здесь под петельками нитку спрятать. Вот у меня здесь немножко видно, как я прошила с этой стороны и с этой стороны. Это делается для того, чтобы когда мы вытаскивали из сумки ее содержимое, вместе с содержимым не вытащить подкладку. Вот наша сумочка готова. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!